do not intimidate me. When I'm holding them, they should. Gunfire is not hellfire. I thought Shirai Ryu were mercs. You understand little, Black. I've killed people for being less rude. You live life alone. Hard to kill a man with nothing to lose. Even harder, a man with family. Don't suppose you'd teach me that rope spear? And divulge Shirai Ryu's secrets? I can make you share, Scorpion. Благодаря таким известным ютуберам, как Мэнд, Star and Sky, сегодня меня в гости к себе пригласил еще один отличный игрок и просто классный парень, Man with No Game 45, за что я ему очень благодарен. Также нам в качестве помощника подписчик NK, который будет нам помогать преодолеть наш языковой барьер, будет переводить нам этот подкаст. Спасибо ему огромное за это, и я передаю ему слово. Welcome, Legendas and NK. NK, thank you very much for serving as our translator today. Привет, легенды СНК. Спасибо вам за сегодняшний подкаст и за то, что вы здесь. Тема этого подкаста называется «Легенды никогда не умирают». И я специально выбрал эту тематику и название, потому что оно говорит само за себя, и поговорить о нашем опыте в этой игре. Хотя я уже покинул игру МК Mobile уже 2 раза, и в прошлом тоже. И я продолжаю возвращаться, потому что даже я пару раз отдавал свой аккаунт кому-то другому, но я продолжаю возвращаться, потому что в основном из-за друзей и из-за самой МК комьюнити. Но, к сожалению, сейчас с каждым обновлением ситуация ухудшается все больше и больше. И мы видим это очень наглядно. Многие люди уходят, и то, что они делают с новыми обновлениями, это ничего не меняет, и поэтому решил здесь провести этот подкаст и говорить насчет этого, оглянуться назад, вспомнить разные прошлые воспоминания, может поговорить о разной истории среди игры и нашего опыта, потому что настоящие легенды никогда не умирают. Чтобы начать этот подкаст, я бы хотел спросить тебя, Легендас, о твоем первом опыте с игрой Mortal Kombat вообще. Как ты в нее играл и твой первый персонаж, которым ты играл в Mortal Kombat. Мой первый игровой опыт со вселенной Mortal Kombat начался с консоли Sega Mega Drive. В Америке она, по-моему, называлась Sega Genesis. Это была Ultimate Mortal Kombat. И именно с этой игры я познакомился со вселенной Mortal Kombat, с ее особенностями, с ее спецификой. Я тут же в нее влюбился. Любимым персонажем на тот момент был Sub-Zero Коэлян, который со шрамом. И мне нравились его скольжения и заморозки, и я был просто воодушевлен этим персонажем, и это был мой любимый персонаж. А мой любимый, как мое отношение к Mortal Kombat немного другое, потому что сперва я познакомился с игрой Street of Fight 2, то есть вторая часть, потом я увидел Mortal Kombat где-то в игровых залах, на приставках, аркадных автоматах. Перевернула всю жизнь, я бы даже сказал. То есть она была очень популярная, даже когда ты туда приходишь, там всегда очередь, и поэтому я всегда не мог поиграть, потому что очередь была слишком большая. К тому же я был довольно молодой, и я работал на бизнес своей семьи, хотя, скажем так, не то, что незаконно, но мой возраст еще не позволял мне это. Я уже работал. Иногда мы ходили с братом в эти игровые автоматы, и мы видели, как другие играют, и тоже играли, и мой брат всегда был лучше, чем я. Вначале у меня не было никакого любимого персонажа, но потом мне понравился больше всего Барака с его разными приемами, типа выпадами, клинками и так далее, когда они насаживают противника, играя второй части МК2. И у меня к тебе следующий вопрос. Легенда, помнишь ли ты время, когда ты действительно первый раз
стал успешным игроком в игре, и когда ты мог разносить других игроков со своим мейном Sub-Zero первый раз? Если честно, я не помню этот момент, потому что это было очень давно, и мне тогда было, наверное, лет 13. И в то время я достаточно много болел и не так много времени был дома. И поэтому те недолгие дни, когда я был дома, то я мог играть. И я тогда больше увлекался не играми, а я больше увлекался рисованием. И у меня есть мои старые рисунки, которые я рисовал тогда еще, когда мне было 10, 12, 13 лет. Персонажи из Mortal Kombat, и некоторые из них у меня сохранились. И я обязательно поделюсь с ним этими старыми рисунками, чтобы он это мог оценить. Круто, что ты так хорошо рисуешь. И, кстати, я тоже немного рисовал в детстве, и особенно в Mortal Kombat тоже комиксов, потому что у нас были разного рода комиксы. И что мне всегда нравилось в Mortal Kombat, когда нас это как бы взяло в то время, это было потому что новинка, это было что-то такое очень опасное, экстремальное и интересное, когда там были разного рода, например, секретные арены или же секретные персонажи, какие-то тайные добивания, особенно вот эти фаталити, комбинации. Это все приманивало меня играть в эту игру. И я тоже согласен с тобой, что потому что я тогда работал, я сильно так слишком не занимался и не играл в эту игру, но единственное, что меня всегда подталкивало быть лучше, это мой брат, потому что он всегда меня разносил, он был лучше, чем я, и меня это немного раздражало, и поэтому я все пытался его победить. И я относительно чаще начал играть в эту игру уже потом, когда я купил консоль для себя уже. И это была игра Mortal Kombat 4, где я в основном играл за Скорпиона, и потому что я использовал его телепорт постоянно, читерский прием, который я всех побеждал. И мне еще нравилось играть за Quan Chi в МК4. Да, я согласен с Man with No Game, с тем, что играя со своим братом, он становился лучше, потому что если хочешь быть лучше, то играй с теми противниками, которые сильнее тебя. Да, я тоже согласен с тобой, что драться с моим братом помогло мне стать лучше, и также это даже сделало так, что я полюбил эту игру больше, и я играл в любую из частей после и до, ничего не пропуская. Но я рассказывал об этом на других подкастах, мою историю, поэтому, может быть, мы не будем на этом сильно зацикливаться. И я бы хотел тебе задать вопрос насчет МК Mobile. Что заставило тебя или сподвигло тебя на то, чтобы загрузить эту игру? Что меня сподвигло в первую очередь, это покупка телефона. Да, у меня был обычный кнопочный телефон. Я как-то не видел особо нужды в сенсорных телефонах, потому что они были гораздо дороже. Я обычно пользовался телефоном только по прямому его назначению и очень не любил игры на телефонах. Именно поэтому я очень долго откладывал покупку нового телефона, именно сенсорного. И после того, как я его приобрел, я уже увидел, что игровая индустрия на телефонах, она шагнула значительно вперед. Стали появляться очень много более продвинутых игр. Они стали даже на порядок как по уровню, допустим, консоль PSP, и очень близкая по графике игры начали выходить, и я поэтому был этому удивлен. Также стал в YouTube смотреть, какие игры вообще есть для Android. Я в первую очередь искал простые игры для того, чтобы провести время, когда ждешь либо транспорт, либо у тебя есть там 10-15 минут свободного времени, в которое ты не знаешь, чем заняться, и чтобы это время прошло как можно быстрее, я именно себе и качивал игры. Я согласен с тобой, что графики, конечно, уже в мобильных играх стали высокого уровня, но мне никогда не нравились вот эти вот все популярные игры, которые убивают время, что-то типа Candy Crush или Angry Birds. Они мне казалось всегда неинтересными. Но насчет МК Mobile у меня сперва была точно такая же ситуация, то есть она мне была неинтересна. Однако, как я все-таки скачал ее, и почему я остался, потому что был момент, когда я играл в старшую версию MKX, и там были, то есть она была кросс-платформенная, если ты мог
соединить с помощью кода приложение и настоящую игру. Ты получал какие-то плюшки, и одна из этих плюшек была, например, Джеки Брикс, кибернетическая Джеки Брикс, и ее можно было разблокировать только если у тебя было приложение. И из-за того, что я всегда играл в старшую версию, мне хотелось этот костюм, например, ее, или же, например, Ninja Meme Johnny Cage. Мне надо было скачать это приложение Mortal Kombat и попробовать. Так изначально я ее скачал из-за этого. Почему я остался? Мне очень понравился режим битвы, как ни странно. В самом начале очень понравилось побеждать противников. И я помню даже вот этого первого босса, который уже, наверное, ему 100 лет, но я до сих пор его помню. Это бог солнца Коталькан, где там нужно было с ним драться и какие-то кликать на экран, чтобы какие-то пузырьки ловить или что-то такое. Я уже не помню, потому что это очень давно было, но тогда я проиграл первый раз. И вот это вот поражение, когда мне нужно улучшать свой ростер, улучшать коллекцию, усиливать персонажа, это меня заставило остаться в этой игре и продолжать дальше. Я хотел у тебя спросить, а что тебя заставило остаться в этой игре после того, как ты ее скачал? Моя история начала игры в Mortal Kombat Mobile, она достаточно длинная. Я, пожалуй, наверное, в несколько предложений попробую рассказать начало повествования, потому что такая достаточно непростая. Начало моей истории начинается с того момента, когда я в 2018 году приобрел себе новый телефон на андроиде. Он был тогда достаточно мощным. Я искал игры на Android телефон. Случайно на YouTube увидел, что есть возможность на Android телефон скачать эмулятор, и на эмуляторе можно запустить старый Mortal Kombat Ultimate и поиграть на нем на андроиде. Меня это очень сильно воодушевило, именно ностальгия. Я скачал себе все это, установил, поиграл, потом понял, что на тачпаде не так удобно играть, как на геймпаде именно в Mortal Kombat Ultimate, и решил также погуглить, а может быть все-таки есть какая-то версия мобильная. Я зашел в YouTube, то есть вбил Mortal Kombat на телефоне, и как раз я увидел Mortal Kombat Mobile, я тут же его скачал, но когда я зашел в игру, интерфейс в игре был слишком непонятный, слишком запутанный, и как-то все слишком было сложно, и именно этот момент меня очень сильно оттолкнул. Именно в этой причине был негативный опыт от игры Mortal Kombat Mobile, что заставило мне его покинуть, этот проект. Я буквально пару раз зашел в эту игру, разочаровался и вышел, и больше в нее не играл. Интересная история, да, очень интересно послушать, что было дальше. Ну, просто от себя хочу сказать, что интересно наблюдать, что тебе игра не понравилась, потому что как раз когда я начал играть в эту игру, она очень зацепила тем самым, что, возможно, потому что начал в 2018, когда там уже обновления были такие, что было раньше. Количество персонажей, которые они переносили в одно обновление за раз тогда, раньше, это может быть это количество персонажей, которые сейчас они приносят в год. Но очень интересно послушать, что было дальше. Отвечая на вопрос, что же меня зацепило в этой игре и что стало причиной моего возвращения в Mortal Kombat Mobile, это чистая случайность, когда я договорился со своим другом о встрече, вместе провести тренировку на свежем воздухе. Когда я пришел к назначенному времени, я увидел, что он играет в какую-то игру на телефоне. Смотрю, он играет в Mortal Kombat. Я сразу же поинтересовался, что это за какая-то новая часть, что это за версия игры Mortal Kombat. Он, конечно же, мне показал, что-то мне объяснил, но когда я увидел у него Mortal Kombat, он очень сильно отличался от того Mortal Kombat, который видел я на телефоне, да, когда я скачивал первый раз. И после того, как я с ним пообщался и мы с ним уже попрощались, я вспомнил, что Mortal Kombat у меня, оказывается, целый год на телефоне есть. Я просто в него не заходил, в эту игру. Я тут же обновил игру. Да, я увидел, что это та самая игра, которую я скачивал год назад. Но когда я ее скачивал до этого, она была абсолютно непонятная. А сейчас интерфейс стал более приятным, более интуитивно понятным даже для игрока, который не понимает. И для новичков это был огромный плюс. Так я начал играть в Mortal Kombat Mobile, и чуть-чуть поиграв, я был поражен вот этой необычной механикой, которая была в Mortal Kombat Mobile. Это же ведь коллекционная карточная
карточная игра, и она отличается от обычного привычного файтинга, к которому мы привыкли, но также у меня был небольшой опыт в карточной игре Hearthstone от компании Blizzard, где тоже является карточной коллекционной игрой, но там игра более тактическая, но у нее есть, конечно, огромный минус, то, что успех матча очень сильно может зависеть от рандомного выпадения карты из твоей колоды. Вот именно это мне не понравилось, и я перестал играть в Hearthstone, потому что я привык контролировать, и успех должен зависеть не от какой-то глупой случайности, а непосредственно от моих знаний и от моих умений. И именно этим мне понравилась механика Mortal Kombat Mobile. Интересная история, что ты рассказал, и да, жалко, что ты много не играл в версию до 2.0, потому что это были довольно значимые для игры события, когда у нас было много разных испытаний и много разных вещей происходило в игре до того, как они все испортили в 2019, да? И я бы хотел тебя спросить насчет одного другого вопроса. Какая у тебя самая первая команда золотая, которая была максимального слияния, в которой ты играл? Скажу за себя, что, может быть, это немного стыдно, но у меня была самая первая золотая команда, которая была прокачанная. Это Кибер Джеки Брикс, Кейси Кейдж Секретность и головорез Кано. То есть это головорез, который раньше так назывался, перед тем, как его сделали Черным Драконом. Почему я выбрал эту команду? Потому что это были единственные золотые персонажи, которые были доступны за монеты. Потому что Кейси и Джеки можно было купить за монеты в магазине, когда ты их разблокировал за кросс-платформенность между двумя играми, да, МКХ и мобильная. И головорез Кана — это была его пассивка, то, что он стоит монет, а не души, я имею в виду. И это была моя самая первая команда, но, естественно, она была не такая сильная, как остальные, с которыми ты дерешься в войнах фракции. Например, постоянно попадаются Джейсоны, Пурхисы, да, за пассив, когда они без конца встают, особенно слэшер. Или Кван Чи, который воскрешает. И особо сложно было драться с темным императором Люканом, который был раньше доступен в войнах фракции. И если он идет вместе с призраком Кунлао, который давал одну шкалу энергии всем врагам, это было очень сложно играть, и он всегда давал 3 шкалы силы, то есть получалось так, что какой-то персонаж всегда имел рентген, и он убивал твоего с самого начала, и это было очень сложно, но с другой стороны, это как бы заставляло меня и вдохновляло меня играть дальше, копить эти рубины, чтобы покупать этого Люкана. И я очень с удовольствием ждал возвращения испытания на призрака Кунлао, чтобы прокачать его. И хотел бы тебя спросить, да, какая у тебя была команда? Именно какая у меня была максимального 10-го слияния золотая команда, к сожалению, у меня все произошло так. На начальных этапах, когда я только начал играть, после того, как я пообщался со своим другом, и он мне немножко познакомил игрой Mortal Kombat Mobile, опираясь на свой прошлый опыт MMO игр, где очень высокий порог, чтобы играть в MMO игры, нужно знать определенный минимум для того, чтобы ты был хоть насколько-то эффективным. И исходя из этого, я очень активно, то есть смотрел YouTube, смотрел гайды, которые были, но, к сожалению, на тот момент такого понятия, как гайды, практически отсутствовали на YouTube, по крайней мере в русскоязычном сегменте. В основном это были либо летсплеи, либо открытие паков, а именно так, что кто-то хорошо бы разбирался в игровой механике и подсказывал. Такого практически не было, но я все равно продолжал смотреть, как кто играет, учился даже на том, как другие игроки пользуют какие-то игровые механики, какие-то пассивные способности, и я никогда не делал акцент на слияние персонажа, потому что для меня было больше интересно изучение самой основы механики игры. По такому течению обстоятельств, то, что я в кратчайшие сроки, где-то в течение первого месяца игры, я очень активно играл в режим воина фракции, и
все свободное время я просто там часы напролет играл по 5 боев, чтобы максимально прокачивать уровень своих персонажей и набивать максимальный рейтинг. Я не помню, какой я рейтинг уже тогда занимал, но тогда он был невысокий, но этого хватило, чтобы по какому-то чудесному совпадению я 4 сезона подряд получил алмазные карты. Первая моя алмазная карта это была Скорпион МК-11. В основном золотые команды, которые я использовал, это был Johnny Cage Combat Cup, Фокус со шляпой Кун Лао и Aftershock Tremor. То есть они у меня были где-то примерно 4-го слияния. Ну и потом, когда уже у меня докачались все мои остальные персонажи благодаря прохождению башни Линквей, там очень много выпадало персонажей, и благодаря этой башне я очень быстро спрогрессировал на своем аккаунте по количеству слияний на своих персонажей. То есть ты не играл оригинальными золотыми персонажами, у тебя не было команды? Практически нет, потому что у меня слияний как таковых не было, и я в основном играл серебряным Кенши, то есть персонажами, которые просто давали мне больше преимуществ. Но у меня в основном был только Скорпион МК-11, он у меня уже был потом 2-го слияния. И вот в основном, как основной боец у меня был он. На золотых персонажах я делал какой упор? Я брал в основном золотого Тремора и брал Джонни Кейджа Combat Cup. И я постоянно копил души, мониторил магазин для того, чтобы если он там появится, я бы его сразу там приобрел. Интересная история, особенно разнится тем, что потому что ты начал играть в 2.0, да, и дальше, или даже позже, до 2.3, поэтому как бы ты не мог позволить себе, да, прокачать определенную команду сам, потому что до 2.0 мы могли купить любого определенного персонажа, почти любого, самостоятельно и прокачать, то есть те, которые мне нравились, а не в случае рандома, да. Но то, что у нас одинаково, это, естественно, то, что все играли серебряным Кенши, это потому что это одна из самых лучших карт, наверное, особенно для новичков, которая сильная и сама по себе, и с этой пассивной способностью на увеличение жизни и урона. И переходя к следующему вопросу, я бы хотел у тебя спросить насчет, что тебя подвигло начать YouTube-канал и делиться опытом с комьюнити. Могу сказать для себя, что я начал делиться опытом больше в Твиттере с комьюнити Mortal Kombat. Какие-то маленькие ролики добавляю, открывая паки и так далее. И потом у меня был друг KC Mobile Gaming, который помог мне создать YouTube-канал. И так я начал создавать парочку видео, одно за другим. И так плавненько я перешел в, скажем так, создателя контента. И хотелось бы узнать твою историю. По созданию стало причиной того, что было отсутствие каналов именно с гайдами, которые могли бы внятным, четким руководством рассказать новичку, что ему нужно делать и какие ошибки ему не стоит совершать. К сожалению, мне пришлось учиться на своих ошибках, и мой путь был, так сказать, долг и тернист, и он как бы до сих пор таким и является, потому что я выбрал путь новичка. Что я имею в виду? То, что я никогда не останавливаюсь в изучении игры, я продолжаю себя позиционировать как новичок в Mortal Kombat Mobile, потому что в этой игре слишком много всего, я пока еще не знаю, и это является таким неким стимулом, и именно такой стимул помогать людям подвиг меня создать свой YouTube-канал, на котором я бы мог бы делиться своим опытом и помогать другим. А перед тем, как закончить это видео, я бы хотел поблагодарить своих спонсоров, которые помогают и поддерживают мой YouTube канал. А если ты захочешь стать спонсором или помочь моему YouTube каналу, ты это сможешь сделать на сервисе Boosty, где, став моим подписчиком, ты будешь получать эксклюзивный контент, который не будет выходить на YouTube канале, а также сможешь получать дополнительные бонусы в виде доступа в закрытый чат Discord и упоминания в ролике как спонсор. Ссылку на сервис Boosty можно будет найти в описании к видео. Friendship. Aaron Black wins. Flawless victory.
Это была первая часть нашего совместного подкаста с ютубером Человек без игры 45, ссылку на которого вы сможете найти в описании. А также в описании вы найдете ссылку на всех ютуберов PMK Mobile, которые были указаны в этом видео. Обязательно загляните к ним в гости, передайте от меня привет и подпишитесь на их канал, ведь они делают действительно классный контент. Вторая часть совместного подкаста с Человеком без игры 45 выйдет очень скоро, и поэтому не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео.